Из всех монстров Шрека навыки Оскара нам известны хуже всего. Например, его 7 и 8 навык вообще не упоминались. А это упущение, ведь Оскар необычный мастер. Он станет богом 2 класса, с рангом 110. По таланту его превосходит только Тансан. Об этом неоднократно говорилось в аниме. Оскар – единственный известный человек, который является мастером поддержки пищи с врожденной полной духовной силой. Его дух-инструмент имеет вариативную природу, поэтому он невероятно ценный из-за своей уникальности. Считается, что улучшение Оскара в культивации даже выше, чем у Тансана, поскольку духовному мастеру пищевого типа невероятно сложно совершенствоваться до более высоких уровней, и тем более с такой высокой скоростью. Он первый духовный мастер типа еды, достигший уровня титулованного и получивший божественное наследство. Он стал богом еды, и так же как Тансан и остальные, поднялся в божественное царство. Дух Оскара, сосиска, способен превзойти лучшие дух-инструменты поддержки. Лучше ли он 9-этажной пагоды Нинранрон, трудно сказать, но дух Оскара явно ничуть не хуже. Поскольку Оскар является духовным мастером типа поддержки, он редко вступает в прямые столкновения и скорее помогает другим со стороны. Он оснащен скрытым оружием Тансана и использует его, когда сталкивается 1 на 1 с врагом. После получения своего 6-го кольца у него есть возможность копировать атакующие навыки, поэтому он способен выстоять против духовных мастеров определенное время. Первые навыки Оскара нам хорошо известны по аниме. Это большая восстанавливающая сосиска, грибная сосиска для полета. Зеленая усиливающая сосиска мгновенно увеличивает духовную силу на 30% на 3 минуты. Однако после употребления появляется слабость в течение 3 дней, и ее можно есть только раз в месяц. Хотя мы знаем случаи, когда Тансан съел сразу несколько таких усиливающих сосисок. 6-й навык Оскара – это сосиска отражений, которая позволяет копировать чужие навыки с помощью его капли крови. Такая сосиска может храниться до 1 года, поэтому представьте, какой запас себе может сделать Оскар. Взять капли крови у всех монстров Шрека и других сильных мастеров и сделать огромное количество таких сосисок, а потом пользоваться когда угодно. И теперь мы подошли к самому интересному – 7-й способности Оскара. Она же воплощение его духа. Конечно, Оскар не превращается в гигантскую сосиску, поскольку это дух-инструмент. Этот навык называется «Золотая муха». Он получен благодаря дарованному богом кольцу возрастом 50 тысяч лет. Когда еще на острове морского бога Оскара попросили показать свой 7-й навык, он сказал, что его эффект напугал бы всех до смерти, и он около полугода скрывал его. Но монстрам Шрека было крайне любопытно увидеть его 7-ю способность. Оскар согласился лишь при одном условии – никто не должен смеяться. Все тут же пообещали, что не будут этого делать. И вот Оскар начал выпускать духовные кольца. Всего 7 идеальных колец. Монстры Шрека наблюдали широко открытыми глазами и отвисшими ртами. Движения Оскара были немного странными. Монстрам Шрека они даже показались слегка вульгарными. А потом на кончике его пальца появилась совсем маленькая золотая мушка. Первым, кто не смог удержаться от смеха, был Махандзюнь. И это сразу же перешло на остальных. Кроме Нинранрон и Сяову, все хохотали до упаду. Однако даже если на вид это немного странно, как аватар типа еды он явно необычный. Эффект и усиление этого навыка просто поразительны. Если золотую муху съест Оскар, скорость изготовления сосисок увеличится на 30%. Настолько же увеличится эффект от всех сосисок. Но что более важно, если этот навык используется другими, он увеличивает следующую используемую способность на 50%. Улыбки на лицах сменились удивлением, когда они услышали объяснение Оскара. Эффекты 7-й духовной способности Оскара не уступали 7-му навыку Нинранрон. После получения 7-го кольца скорость создания сосисок уже выросла, но после использования этой золотой мухи Оскар мог практически моментально создать любую сосиску, и они становились сильнее на 30%. Это был абсолютный качественный скачок по сравнению с предыдущими кольцами. Но больше всего их внимание привлекло то, что если они съедят эту золотую мушку, то следующая их духовная способность будет на 50% мощнее. Это был ужасающий эффект. Например, если Тансан съест одну такую муху и после этого активирует любой свой 9-й навык, он усилится на 50%. Это очень много. Но это еще не все. Если сосиска отражений Оскара производится под действием золотой мухи, ее продолжительность увеличится до 10 минут. Если ее съедят другие, то эффект клонирования способности достигнет 90%. А если Оскар ее съест, он получит все 100%. А ранее это было около 70-80%. По сути, Оскар сможет использовать любой навык атаки без потери духовных сил на 100%. Когда все монстры Шрека поняли, каким был 7-й навык Оскара, они были в шоке. Никто не сомневался в общем приросте сил всей команды. Осталось только дождаться, когда эту способность покажут в аниме. Спасибо большое за просмотр. Напишите, как вам 7-я способность Оскара. Подписывайтесь на канал и всем пока.